Приветствую вас, друзья! У нас прогноз на третью декаду ноября для знака зодиака Дева. Давайте посмотрим, что вас ожидает. Мы коснемся сферы отношений, работы, карьеры, бизнес, финансов. Также получим совет предупреждения от Таро, от оракулов. Ленорман нам покажет сюрприз, неожиданность или сделает на чем-то акцент. И в конце расклада у нас будет маятник. Маятник ответит на ваш вопрос, да или нет. Ну, это в любой сфере. Девы, третья декада ноября. Что у вас будет происходить в начале этих 10 дней? Ваш настрой, ваши ожидания. Ожидания. Что вас ждет в личных отношениях? Первая карта, у кого они есть. Тут кто-то малыша ждет. Отношения или брак для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес, у кого есть. Для тех, кто в поиске работы. Финансы. Что вас ждет в конце этих 10 дней? И совет или предупреждение от Таро. Так, девы, третья декада ноября. Сюрприз, неожиданность или акцент на какой-то ситуации. Угу. Я говорю, у кого-то здесь роды, и вполне возможно через кесарево сечение. Тучи — это что-то скрыто от нас, какая-то ситуация или какой-то вопрос, и непонятно, решится он или нет. Букет говорит, что вы получите то, что вы хотите, причем очень неожиданно. Или для того, чтобы получить вот этот подарок, вам нужно будет очень быстро принимать какое-то решение или как-то быстро действовать. Может быть, у кого-то здесь получение неожиданной работы, но вам нужно будет куда-то прямо срываться в дорогу. То ли уезжать, то ли предпринимать какие-то действия. Поступает звонок, и человек рвется к своей цели. Завоевывать какие-то новые дали, новые территории. Непонятно было, получите вы это приглашение, не получите, как этот вопрос решится. Ну, это если касается, например, работы. Еще ведь точно это не только что-то скрыто, да, но еще это наше сомнение. Да, вот на дне колоды у вас девятка кубков. Здесь карта говорит об исполнении желания, реализации задуманного, но вкупе с десяткой мечей карты говорят, что какое-то желание ваше может не исполниться. Тут или ваши сомнения, колебания, или какая-то вот скрытая ситуация, то, что вы не видите. Может быть, кто-то хотел поехать, например, в отпуск. Но вот из-за того, что вот это происходит в мире, вот примут какой-то неожиданный опять закон, что-то закроют, и вы не сможете реализовать желаемое. Башня — это когда нарушаются какие-то наши планы. Но это не зависит от вас. Может быть, вас пригласили, например, на какое-то мероприятие. Может быть, для этого нужно будет куда-то уехать. Или кто-то получил неожиданное приглашение, например, по работе. Может быть, надо тоже переезжать за границу, но, скорее всего, не в эти 10 дней. Десятка говорит, что что-то вмешивается в наши планы, вот как коса. И ваша вот эта мечта, ваше желание будет испорчено. Но мы смотрим 10 дней. Тут я десятку забрала. Ждете вы что-то в начале этих 10 дней, это процесс ожидания. Да, кто-то из дев, может быть, женщин, ждет малыша. Ну, это карта беременности. Кто-то, может быть, ждет предложение руки и сердца.
Ну, тут ожидание может быть чего угодно, получение прибыли, например. Куда-то вы вкладывались, вот семерка перешла в восьмерку. Да? Кто-то, может быть, получит здесь продвижение по карьерной лестнице, может быть, прибыль, может быть, получение какого-то нового заказа или повышение зарплаты. В любом случае, семерка всегда говорит о прибыли. Кто-то ждет куда-то уехать. Угу. Скорее всего, за границу. Ну, смотрите, планы пока не исполнятся ваши. Что-то вмешается, какие-то обстоятельства. Ну, мы смотрим 10 дней, может быть, в декабре вам уже получится. Ну, вот это вот, что в мире творится, то, что от нас скрыто. Это же не то, что нам говорят, да? Мы же понимаем. Также, может быть, кто-то из женщин ждет приезда какого-то гостя. Может быть, ваш возлюбленный куда-то уехал. Не знаю, может быть, на заработки или в командировку. Тот, кто в поиске, да, вот вы ждете какого-то известия, чтобы вы могли уехать. Хорошо. Для тех, кто в отношениях в браке, королева кубков, ну, мужчин, может быть, это представительница водной стихии. У женщин, у кого-то здесь ожидание малыша. Еще здесь большое влияние какой-то дамы. Скорее всего, эта женщина к вам хорошо относится. Может, это ваша мама, дочь для кого-то. Давайте посмотрим. А у кого-то здесь у женщин любовный треугольник. Да, это, скорее всего, ваша соперница. Здесь сомнения, колебания, тайная связь. Я хочу быть вместе. Ну, десятка говорит, что, скорее всего, или эти отношения вы закончите, или закончат с вами. Башня. То есть ожидание, когда человек наконец-то уже примет какое-то решение. Но вот эта туча, да, неясность. Примет, не примет, получу ли я то, что я хочу. Коса говорит, тут или разрыв отношений, или человек сделает вам больно. Для мужчин здесь может быть выбор. Ну, выбор-то, может быть, женщина вас ставит перед выбором, потому что вас так по девятке вас все устраивает. Но в любом случае от чего-то вы должны будете отказаться в конце этих 10 дней. То ли тут на поверхности выйдет, это ваша тайна. Кто-то что-то кому-то скажет, и вам придется все равно кого-то из своей жизни убирать. Но это ваше будет решение. Карты вам не могут это показать. Они говорят, что вот это удовольствие, которым вы наслаждались, то есть вас устраивало и ваша возлюбленная, супруга, ну и походы на сторону тоже вас устраивали. А вот повешенный говорит, что на 2 стульях долго не усидишь. Как бы вы это ни скрывали, как бы вы тут не боролись с собой, вот эта внутренняя борьба, да, сила, пытаться удержать и одну, и вторую женщину около себя. Нет, вот тут у вас все это заканчивается в конце 10 дней. Хорошо, для тех, кто в поиске любви, старший аркан умеренность. Умеренность у нас всегда приходит после смерти. Карта говорит, что у вас закончились какие-то отношения или брак. Сейчас вы восстанавливаетесь. Вот это равновесие душевное, физическое, ментальное, это исцеление. Может быть, кто-то сейчас занимается какими-то медитациями, йогой, духовными практиками. Вам сейчас очень важно восстановить вот этот баланс. Вот у нас девятка и говорит, что человек здесь один, это не десятка. То есть вам сейчас комфортно в своем внутреннем мире, вот этот, чтобы вас никто не терзал, не наносил вам какие-то раны, да? То есть вам комфортно сейчас в одиночестве. У вас есть недоверие к противоположному полу, и сомнения вообще, нужны мне, не нужны эти отношения, тем более, если связь была тайная, или в вашем браке была тайная связь. Да? Вот какие-то легкие отношения, встретились, никто никого не напрягает, да, это можно, но не более. Ну, мы смотрим 10 дней. Хорошо, работа, карьера, бизнес. Ну, тут кто-то, может быть, ждет какого-то движения вперед.
Может быть, кто-то, да, вот, рыцарь жезлов в работе, есть какой-то развивающийся бизнес. Это ваше рвение, нетерпение, спешка, продвижение к поставленной цели. Ну и семерка перешла в восьмерку. Может быть, я как сказала, здесь повышение по работе или какой-то новый проект, если вы на себя работаете. Но здесь еще есть фактор обучения. Это когда человек оттачивает свое мастерство. Но в любом случае карта говорит о стабильном заработке, о надежном месте работы. То есть вы тут зарабатываете то ли своим собственным трудом, то ли своим умением, знаниями, мастерством. И по восьмерке пентаклей здесь хорошие перспективы для карьерного роста. Ну вот, может быть, совет вам карта говорит еще получать какие-то знания, может быть, пройти какие-то курсы или тренинги, или, может быть, поступить в высшее образование. Вкладываться в свое развитие. Очень хорошо вкладываться сейчас в свой бизнес, а может быть, для расширения бизнеса привлечь еще каких-то людей. Или самому присоединиться к какому-то проекту. Хорошо, для тех, кто в поиске работы. Здесь вот смотрите, вы что-то ждете. Ждете каких-то новостей. Но вот это мы ждем уезда. Как правило, это за границу. А вот рыцарь мечей несет неприятные известия. То есть о том, что вот от каких-то планов пока вам придется отказаться. Как я и говорила, может быть, опять что-то введут, какие-то перкоды, что-то закроют. Но все равно я уточню. Для кого-то, может быть, здесь какой-то неожиданный звонок, и вам нужно будет вот как-то действовать очень стремительно. Давайте уточним здесь у вас. Ну, хотели бы получить какой-то результат, но рыцарь мечей говорит, что придут известия о том, что пока вот вы не можете отправиться вот в эту дорогу. Или что вы не выиграли какой-то конкурс, тендер. Может быть, вы подали резюме, там несколько кандидатов, их рассматривали. Ну, здесь... Так, я сейчас хочу уточнить немножко у меня дьявол. И все-таки у нас десятка мечей подтверждает, что вот какое-то ваше страстное желание пока не исполнится. Пока нет башни, смены планов. Колесо повернулось, да, и все. И все опять схлопнулось. Ну, смотрите, опять же, 10 дней не расстраивайтесь. Мы сейчас еще эту десятку уточним. Вот в финансах у вас ложится паж мечей. Опять какие-то неприятные известия. Могут прийти какие-то задолженности, налоги. Кто-то может получить известие, что вы там просрочили какой-то кредит. Штраф может прийти. Вот буквально на дороге нарушите скорость или припаркуетесь не в нужном месте. И еще карта может говорить, что с финансами не очень, и вам приходится себя вот урезать в каких-то тратах, что не очень приятно. Или вы, например, купили путевку, собирались куда-то уехать, потратили деньги. Вам приходит сообщение, что поездка не состоится. Тут известие, что вы можете даже потерять какую-то сумму. Что-то вам вернуть, но что-то вы можете не получить. Для тех, кто собирается уезжать куда-то за границу, если вы пока поехать не можете, здесь карта говорит, тратьте деньги на курсы и учите язык. Чтобы вы могли там закрепиться, получить хорошую работу, нужно знать язык той страны, куда вы едете. Ну, а в конце этих 10 дней планы какие-то меняются, проваливаются, что-то вы не реализуете, от чего-то вы сами откажетесь. У кого-то здесь заканчиваются отношения, какие-то очень болезненные. Кто-то может потерпеть неудачу в получении какой-то, может быть, работы или поездки. Ну, давайте посмотрим одну карту. Ну, у кого-то здесь отношения заканчиваются, да. Тут у нас королева кубков, король кубков. А вот для тех, кто ждал любовь, восстановление идет, может быть, этот процесс уже затянулся, здесь может карта показывать, заканчивается период одиночества, в вашу жизнь входит любовь. Давайте мы эту карту не уточнили.
Ага, здесь новые отношения. Мгм. Может быть, реально вы давно уже в таком процессе ожидания, как умеренность, да? Здесь у вас может быть новая любовь. Шут — это может быть знакомство в поездке, это может быть просто новое знакомство, но здесь только-только зарождение. Это может быть где-то, где вы учитесь или где вы работаете, или вас могут пригласить в какую-то компанию. Вот пригласят вас на какое-то празднество, ну, не знаю, может быть, кто-то на свадьбу, день рождения, юбилей. И вы там можете познакомиться. Да, будут сомнения, потому что есть недоверие к противоположному полу, но познакомиться вы можете. А как совет предупреждения, тройка пентаклей. Здесь в первую очередь вкладывайтесь в свой бизнес, как я уже говорила. Вкладывайтесь в свое мастерство, в обучение. Обращайте внимание на детали. Если вы здесь начинаете какой-то новый проект или работу, обратите внимание на какие-то мелочи, которые вы можете упустить. Но опять же, это не все так категорично. Для кого-то еще здесь может быть, как я говорила, для вас важна будет какая-то сплоченная команда. Хорошо, давайте мы получим для вас советы. Совет от Веканского оракула для дев. 3 декада ноября. Совет для дев. Это у нас богиня судьбы. Карта перевернутая. Сейчас. Иногда кажется, что богиням судьбы нет дела до ваших интересов. Считайте трудное время своим жизненным уроком и знайте, что скоро события развернутся к вам более позитивной стороной. И еще у нас совет от оракула Королевы Луны. Девы, 3 декада ноября. Давайте получим совет для вас. Дискретмент, проницательность. В первую очередь карта говорит, слушайте свою интуицию, подсознание. Если у вас есть сейчас какой-то сложный выбор, рассмотрите его очень внимательно и примите мудрое решение. Возможно, было что-то, что было от вас скрыто. Вот это вот верховная жрица. Но, скорее всего, интуиция вам подсказывала. Вот сейчас это что-то откроется, и карта говорит, что изучайте этот вопрос очень внимательно. И только потом принимайте этот выбор. Так, хорошо. Ну, еще у нас маятник. Маятник, ответь, пожалуйста, девам. 3 декада ноября. Ответ на их запрос, да или нет. Ну, ответ, конечно, да. Но как-то вот он... Тут я говорю, вам нужно будет убирать колебания, сомнения. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Благодарю вас за внимание. Если вам понравилось, пишите комментарии, ставьте пальчик вверх. Всего хорошего.